Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, как обычно, и сегодня у нас в обзоре эльф Санты. Прежде чем приступим к обзору, всех приглашаю в группу, группа называется у нас вот так, найти ее достаточно легко, ссылка внизу есть в комментарии, также наверху в описании. Очень много полезных разделов, тир-листы, настройка кузницы героев, также палок. Можно свою статистику вести как в подземелье, так и в битве с боссом. И также есть чат. Заходите, вход свободный, всех жду. Итак, сегодня у нас с вами эльф Санты. Герой достаточно интересный, неоднозначный. И очень такой интересный момент у него всплыл со временем, после того, как уже много игроков, достаточно большое количество игроков его открыли. Здесь у нас магический урон, интересного ничего нет, никаких направлений. И здесь добавляется урон, добавляется здоровье. Глобалки у него 12,5% ко всем, к общему урону, точнее, добавляется на всех глобальных усилениях 120, 70 и 50 уровни. Также у нас идет минус 15% для активации ульты. И на 140 уровне он еще сильнее у нас становится за счет того, что добавляется множитель в 1,2 к урону по магическим повреждениям. Это очень и очень хорошо. Если будет возможность это сделать, я, скорее всего, это сделаю обязательно. Но на это, конечно же, нужно время. Что интересного в скиллах? Каждые 4 секунды эльф Санты устанавливает игрушечную пушку, стреляющую римскими огнями. Каждый выстрел наносит определенное количество урона в зависимости от прокачки скилла по уровням. Игрушечная пушка исчезает через 15 секунд. И вот что хотелось бы у него отметить из интересного. У него все как будто бы ориентировано на урон. Его раздавали, я, по-моему, если не ошибаюсь, точно можно было получить его за открытие какого-то пропуска. То есть было какое-то событие, честно говоря, уже не помню. И можно было его открыть. По-моему, там еще и Крампус тоже был введен в этот же момент. В общем, получить его можно было очень и очень легко. И вот совсем недавно он у нас тоже вот каким-то образом появился в каком-то из событий. Я вот честно, вот просто из головы вылетело, уже вот просто, ну не помню. Ну вот он мне достался каким-то образом, хоть это было и относительно недавно. Если кто-то помнит, в комментариях напишите, напомните, пожалуйста, что-то прям интересный какой-то момент. И вот ребята начинают его тестировать, смотрят, что он вроде бы как просто для глобалок, и я его тоже открываю, довожу его до 3 звезд, иду с ним в подземелье, и он у меня выдает просто первое место без скиллов, без прокачки кузницы, без всего. И вот как это вообще объяснить, это невозможно. Давайте зайдем еще раз посмотрим. Здесь у нас есть подземелье, и вот он где-то на самом верху. Но, естественно, я уже перезабеги делал. Он, получается, обошел изобретателя, он обошел кролика, он обошел всех. Я перезабеги делал за Оракула, за ЦВМ и за Императрицу Драконов. Ну, понятное дело, что чем выше уровень, тем больше там здоровья у мобов оно становится выше, и, соответственно, урона от этого становится больше. Но как быть с теми героями, у которых и ранг выше, и кузница выше, и скиллы прокачаны? То есть здесь такой момент, который не поддается какому-либо объяснению. Можно сказать, что, скорее всего, это скрытая имба, так или иначе. Потому что, как иначе объяснить огромное количество урона, которое он выдает? Может быть, потом, со временем, когда уровень подземелья станет намного-намного выше, там ему будет уже тяжело и некомфортно он будет себя чувствовать, но пока что я ориентируюсь на текущие результаты, которые есть сейчас. Он полезен, да, он полезен однозначно, у него хорошие глобальное усиление, урона много не бывает, 12,5% 3 раза мы забрали, плюс еще 50% он добавляет ко всем героям, разделяющим фракцию именно вот этих особенных героев. И, ну, как бы тут прям явный намек идет на то, что герой ориентирован чисто на урон. Также, если мы с вами зайдем в кузницу и посмотрим глобальное усиление, здесь у нас добавляется снова урон
25 тысячных. Да, это мало, но тем не менее это урон. Поэтому это глобальное усиление нам нужно открывать, что я, собственно говоря, и сделал при первой же возможности. Так, ну и что у нас дальше по скиллам? Горячий шоколад. Каждые 14 секунд Эльф Санты создает горячий шоколад при поднятии, то есть до него еще нужно добежать, горячего шоколада. Скорость его передвижения увеличивается на 3 метра в секунду, время восстановления уменьшается на 10%, а урон повышается на 5% в течение 8 секунд. Ну, конечно, это мало, 5%, но не так уж это и мало, как выглядит. Здесь примерно работает все так же, как и с книгой урона. То есть, если мы с вами берем книгу урона, и у нас, к примеру, ну, давайте далеко не будем ходить, и большие цифры тоже мы не будем брать, большие числа точнее. К примеру, у нас если 1000 урона есть, и мы с вами берем в забеге книгу, то у нас становится 1500. Если здесь у нас 10 тысяч, то с книгой у нас будет 15 тысяч. Потому что книга дает 50%. А здесь у нас будет еще плюс 5, еще плюс 15, 25, 35, 45 и так далее, в зависимости от прокачки скилла. Ну, по-моему, это круто, это не может не радовать, это очень и очень хорошо. И это прям великолепно. Здесь ульта. Все, кого мы с вами положили, заполняют шкалу. При полном заполнении эльф каждые половину секунды выстреливает случайных врагов цветные фейерверки, и они наносят еще у нас определенное количество урона в зависимости от прокачки ульты по области. И здесь не закрадывается ни капли сомнения о том, что очередное доказательство тому, что все ориентировано на урон. В глобалках урон, в кузнице урон, здесь урон, в скиллах урон, 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 урон. Все идет на урон. Вопросов к нему, я думаю, что больше нет. То есть нужно его обязательно прокачивать, нужно его открывать. Я думаю, что в тир-листе мы его обязательно с вами поднимем. Давайте-ка быстренько сейчас посмотрим, где он у нас находится. Я точно помню, что он где-то внизу стоит. Где-то он внизу, да, вот он. Вот он у нас здесь. Не разглядели его, не рассмотрели. Не знаю, почему плохо, но вот быстренько, видимо, вот так вот поспешным таким вот взглядом раз, раз, раз и все. И, возможно, кому-то чем-то он не понравился, но, ребят, я вам скажу так, он действительно хорош. Что у нас с кузницей из интересного? Здесь каждые 4 выстрела игрушечная пушка запускает огромный снаряд, наносящий на 100% урона больше. Либо устанавливает дополнительно вторую пушку, но они наносят на 50% меньше урона. Вот такие вот моменты, как вот здесь в правой стороне, когда что-то добавляется, но режется наполовину, мне как будто бы кажется, что это одинаково, что разницы абсолютно никакой нет. Просто визуализация добавляется какая-то массивность, но толку от этого ровным счетом никакого. Поэтому здесь я поставил левую сторону, безоговорочно. При сборе горячий шоколад делает бабах, нанося 100% урона окружающим врагам, либо повышает длительность горячего шоколада на 4 секунды. Давайте-ка вернемся с вами в скилл и посмотрим. Создаем шоколад. При поднятии у нас что получается? Увеличивается скорость передвижения, а урон повышается на 5% в течение 8 секунд. Но длительность, она, скорее всего, будет распространяться, возможно. Сейчас вот будет такая вот информация, но не точная, что вот распространяется она только на скорость передвижения. Урон, может быть, она и на урон тоже распространяется. Ну, можно, конечно, попробовать здесь поставить правую сторону, но левая сторона как будто бы, мне кажется, более эффективной. Может быть, с правой стороной будет лучше. Не знаю, не могу сказать. Надо тестировать, надо смотреть. Интересный, кстати, момент. Можем прямо сейчас, кстати, и сделать. Это все примерно одинаковые условия создать. Там пилеты позволяют в подземелье. Посмотрим.
Здесь при открытии Эва радостный скипетр, выстрелы из которого взрываются при попадании, разделяются на 4 более слабых снаряда. И каждые 5 секунд запускаем подарок. При сборе подарка еще 4 фейерверка ультимейтов случайного врага у нас улетают. Либо увеличиваем длительность ультимейта. Ну, как будто бы вот эта сторона будет более эффективна, более насыщенной и принесет нам с вами больше урона. Так, ну и что, какой итог? Нам с вами нужно протестировать вот эти вот два момента, сейчас определиться, где будет интереснее, где будет больше урона. Постараемся собрать все максимально одинаково. Не знаю, получится это сделать или нет. Ну, давайте пробовать, давайте смотреть. Вот так вот он выглядит, такой вот интересный персонаж, маленький, но удаленький, да? Так, все, мы его выбрали. Мы идем в подземелье. Сейчас идем с левой стороной. Герой есть? Есть. Погнали. Так. Обновить. Ай, вот уже не очень хорошо все идет. Ну ладно. Ой. Удвоение берем. Это берем. Перезарядку берем. Удвоение берем. Урон обязательно берем. Ну, сейчас посмотрим. Вот у нас тут уже эта интересная такая игрушечная пушечка появилась. И вот тут все, полный хаос уже пошел. Удвоение берем. Ой, ну давайте, ладно, давайте возьмем. Сейчас я выключу. Что поделать-то? Чтобы нам это все глаза не мозолило. Скорость берем. Урон берем. Так. Обновляем. Ну и ладно, давайте молот возьмем. Ну, не самая удачная сборка, конечно. Все с самого начала немножко не так пошло. Ой, перезарядку берем. Надо уже основное. Надо основное. Основное надо прокачивать как можно быстрее. Обновим. Все, сейчас уже дело пойдет поинтереснее. Вот тут у нас уже 4, 3, 4, да, одновременно появилось. Так, все, погнали, скипетр. Раз. Здорово, здорово он защищается. Все у него прекрасно получается. Он прям вывозит вообще без каких-либо проблем. Ну, тут еще, кстати говоря, кузница добавилась. С того момента, когда я делал вот тот забег, тот был результат, не было кузницы. Сейчас кузница есть. Я надеюсь на то, что урон сейчас будет побольше. Так, ну урон, да, давайте прибавим. Не вижу горячий шоколад. А, вон он лежит. Взяли. Будем стараться его поднимать. У нас же тут и скорость увеличивается. Перезарядку надо. Вот у нас ульта запускается, фейерверк появляется и уже становится поинтереснее. А, перезарядка максимум. Ну давайте области прибавим. Скорость. Область. Даже убегать никуда не нужно. Стоит спокойно, дела свои делает. Жалко, не видно. Вот чашка, кстати, подбирается по ходу сапогами волшебника. Просто не обращаю на это внимания, надо обратить. Так, рассвет уже полностью сделали. Элитка сразу отлетает, хоть и чуть-чуть я отошел. Немножечко добавим. Да, элитку можно не бояться вообще. Не успевает она дойти до нас. Фонарик. Еще фонарик.
И еще фонарик. Так, остается ровным счетом ничего. Ну вот, было 21,7, уже 24,2. Есть результат. Так, запомнили. 24,2. Идем менять кузницу. Сейчас поставим правую сторону. Сейчас тут пока все покажет. Герой. Вниз. Открыть. Сюда. Кузницу. Активировать. 24,2. Запомнили. Подземелье. Побежали. Так, а палки кто-нибудь запомнил? Вот точно было вот это. Точно было вот это. Вот этого не было. Вот это было. Удвоение. Перезарядка. Обновили. Скорость была. Сейчас мы все постараемся максимально идентично приблизить условия. Фонарь. Урон. Перезарядка. Урон. Добавим. И палку уже подтягиваем. Фонарь. Палка. Где кофе? Кофе уже есть. Да, кофе, значит, подбирается, и это хорошо. Область. Ну, тяжеловато. Уже половина почти прошла, уже потяжелее. Не выпадает то, что нужно, но посмотрим. Посмотрим на разницу. Интересно посмотреть. Давайте перезарядку прибавим. Угу. Но не хочет. Не хочет, не дается. И чувствуется, как будто бы тяжелее. Как будто бы тяжелее становится. Ну, не думаю, что это все вот так вот из-за молота. Хотя, возможно. Урон прибавим. Вот элитки, ну, в целом-то примерно так же отскакивают, но как будто бы не то. Так, удвоение прибавим. Область. Уже почти забег закончился, а мы еще даже не собрали до конца. Там у нас в том забеге все было до конца собрано, практически. А здесь, видите, здесь уже не так быстро все собирается. Как будто бы сейчас вот этот результат нам покажет результат меньше. Фонарь. 24,2 было, а теперь 21,7. Ровно такой же, какой был без кузницы, без вот этих вот первых двух уровней. Ну, значит, все-таки предположение, ну, мне так кажется,
предположение было верно, и лучше все-таки поставить не на длительность кофейка, а вернуть туда-назад. Ну, в общем-то, я вот, кстати, не помню, в битве с боссом я за него играл или не играл. Битва с боссом. Эльф Санты. 62,9. Даже вот он кого обошел. Ну, бомбардир, не смотрите. Вот, кстати, по поводу бомбардира. Ему нужно Эва. Ему нужно Эва полностью сделать, и он тогда будет наваливать очень здорово. Здесь он у меня всего лишь 3 звезды. Эва есть, но не полностью. То есть там только Эва открыта, 5 уровня нет. Поэтому эльф его обошел. Если бы у бомбардира было Эва полностью, он был бы где-то наверху. Изобретатель тоже не фуловая Эва. Чернокнижника обошел, Демонессу, Паладина, Геоманта, Голем, Огненный маг, Мудрец свитков и так далее. Ну, сейчас бегать не буду, но в целом вы сами видите, что результат это чистый здесь урон. Это чистый урон, без множителей, без всего. Вот просто для себя веду, не знаю почему. Может быть, кому-то пригодится. Вдруг у кого-то есть эльф, ворон, изобретатель, там только открытый. Паладин, геомант, голем и так далее. Вот только-только открыли, и вы не знаете, кого выбрать. Ну вот, можете посмотреть. Может быть, вам вот этот вот списочек поможет. Так, ну что, ребята, вот такой вот обзор получился на эльфа. Герой достаточно интересный, есть у него потенциал, однозначно, есть у него урон. Жалко, нету статус-эффектов, которые были бы прям вот, ну, вообще была бы прям вишенка на торте, но, к сожалению, этого нет. Ну, как минимум в категорию «хорошо» я бы его отнес. Ну, точно не в плохо. Ну, зачем же вы его так далеко и сильно опустили? Ну, давайте его поднимем. Ну, хотя бы в среднее. Уже будет хорошо. Давайте вот да хорошо его доведем, и все. И будет красота. С вами был на связи Импреза. Скоро петлички придут. И будет, надеюсь, звук получше. Всем еще раз огромное спасибо, кто помог собрать. Заходите в группу, пишите, ищите, звоните, стучите. Ссылка внизу в комментарии, либо наверху. Там вот наверху зайдете, посмотрите в описании, все есть, все можно найти. Все. Всем пока, до новых встреч.